Сегодня мы сейчас с вами посетим фабрику жемчуга. Но прежде чем вы начнете покупать там что-нибудь, вы посмотрите это видео до конца. Мы просто еще зашли в один магазин, чтобы сравнить цены и донести до вас кое-какую информацию. Смотрите видео до конца. Привет, друзья! А мы сейчас с вами приехали в магазин жемчуга. И сейчас покажем вам, что там есть. Выдают вот такие вот номерки. Не знаю, что это такое. 920 написано. Проходим. Смотрите, сколько людей кофе пьют. Ну что, это вот, я так понимаю, натуральный жемчуг. 3 миллиона 550. Вот этот вот маленький вот браслетик. Да, магазин большой. Сувениров полно. Вот такие вот штучки. 30 тысяч донгов. Ракушка большая, 550 тысяч донгов. Вот такие 150 тысяч донгов. Браслетики всякие разные. Такие вот ракушечки по 10 тысяч донгов. Брелочки 5 миллионов 100 тысяч. Вот такой вот. Блин, магазин реально очень большой. Мы еще здесь даже не походили, нас уже сюда приглашают. Обалденно. Я не думал, что он тут такой большой. 400 тысяч донгов вот такой браслет. А куда? Туда? Куда? 54 миллиона 500 тысяч. Такая жемчужина в золотой. Это браслет. Это браслет, золотой браслет. Я немножко в шоке. Ай. Он даже на русском языке разговаривает. А это, скажите, магазин получается жемчуга, да? Да. Хочет Батван смотреть, что они, как они обрезают жемчуг, да? Да, да, да. А, можно, да? Это туда, да? И это у вас здесь завод или фабрика, да? Или это просто магазин? Нет, это у нас фабрика. А, фабрика. И выращиваем. А, выращиваете здесь жемчуг. А, получается, вот я вижу обгорожено. Там выращиваете. Ё-моё. С улицы такое небольшое здание, а здесь посмотрите. И эскалаторы, и подвал, и верхний этаж еще. Реально фабрика большая. Не потерять бы котенка своего. Вы видели лодка? Это лодка в 1982 год. Хозяин, это лодка. Хозяин фирма. Он рабочий на этой лодке. Работал на этой лодке? Да, но рабочий, не хозяин. А, простым рабочим. Да. И до 1987 год. Он начинал купить эту лодку. Но эта лодка не ему первый хозяин, уже 8 хозяин. И он купит эту лодку и начинал работать жемчуг, выращиваем вот здесь недалеко. И он как эта лодка, как ребенок. Поэтому он поставит музей для выведения и сделать несколько именно такого лодка. Сейчас на море работает жемчуг. Такие же лодки, да? Выращиваем, да, именно. А прямо туда на море сходить, посмотреть, как они выращивают там? Так, здесь не пускаем в другое место есть. Вот вы видели вот тот фотография? А, вот И это. и можно пешком под море и жемчуг апрель. Вот, а здесь уже температура меняется, здесь уже более прохладно. Вот у нас здесь будет 3 вида. Первый, самый маленький, называется акоя. Времени выращиваем ее в течение 2-3 года. И вы видите, вот если внутри него есть такой цвет, вот оттуда, мы будем такой вот цвет, получаем со жемчуг. Именно настоящий, да, 100%. А второй называется Tahiti. Еще можно называться черным жемчуг.
и черный жемчуг, есть и сезонный жемчуг. Тоже так же. Если внутри губы, мизи, есть такой цвет, мы будем получаем именно такого цвета, тон-тон-тон-тон. Или черный, или зонтый. А если мы зонты получаем жемчуг, она называется на Южное море жемчуг. А если черный, значит черный жемчуг. Времени выращиваем ее 3-5 год. А это третий, самый большой, самый крупный, самый большой, много, как 5 миллион. Называется Максима. Времени выращиваем ее в течение 3-5 лет. Тоже так же. Если внутри губы есть такой цвет, мы будем получать именно такого цвета. Максима есть много цветов. Белый, розовый, сиреневый и черный. Вот так. И пятна белые. Видите? Пятна. Если такой пятна нету, это пациентка. Это на одежде можно на любой, да? Да, ну да, На обычно черный? лучше смотри. Хотя бы будет обрезать жемчуг, но 60% есть жемчуг, остальное нету. Маленькая. Да, маленький. Вот, можно потрогать поближе? Получается только 60%, а 40% не бывает, да? Если самый маленький, да, 3 года, мы не собираем жемчуг, тогда сама умираем, жемчуг потеряем. А, если через 3 года не собираете, умирает и теряется где жемчуг. Да. А так вы, получается, убиваете ее, да? Да. Чтобы достать. Да. Так это же негуманно. Сейчас я менеджер, играем с вами. Я даю вопрос, и вы отвечаем. Если кто первый отвечает правильно, я даю этот жемчуг вам. Вот смотри, это черный жемчуг. Если мы на зонтный жемчуг получаем, как называется? Если на зонтный жемчуг получаем, На желтый, меняем как? черный. Нет, еще второе имя. Если зонтный цвет получаем. Давай другой вопрос зададим. Это слишком сложный вопрос. Хорошо, сейчас легче даю. Это самый маленький. Сколько времени выращиваем? 3 года, 3-5. Не нравится. 2 до 3. 2-3. Еще не будет. А короче, давайте еще одну устроим и каждому подадим. Одну и одну. Это не может, потому что она около рваться дома. Поэтому я не могу. Вот это самый большой, максимум. 3-5. Так что надо вскрывать еще Да, одну. это 3-5 времени. Правильно, да, мы выбираем. Это важно. А только 5 неправильно. Давай подальше. Дали подарок жемчуг, стоимость которого $20. 13, 14, 15, 16, 17 век. 80 век, тоже есть, но очень мало. Потом я покажу там. Давай посмотри. Можно ход и можно смотреть. Это получается, что достали с моря. Какой век? 14, 15, 16, да? 17-18. Правильно? Ну да. Вот когда добывали жемчуг, это вот все достали с моря. Это все 16, 17 век. А это 16, 17 век. Это 14, 15 век. 14-15 век. Обалдеть. Тысяча, 2000 лет.
Вот это вот этому, да? Да, вот первый времени она вот так. А он на самом деле такой гладкий? Да, и второй вот так будет. Потом последний вот так. И да, это гладкий такой. 2000 лет. Ну. А это же вот какой-то камень, да? Да, потом она вот так, такой же. После этого, потом на это, потом на это. И потом на это. Вверху, вы видите? А вот здесь 17 век. Чашечки, это, ну, я так понимаю, под чая, это что чайная церемония. Слон. Да, тоже попа на море. Да, это раньше нельзя торговать. Нельзя. Закон нету, не Это торговать. перевозили на корабли, наверное, Да, контрабанду и Да, попало в и море, попало на в море. бивни. Да, 15 век, да? да. Это вы достали, когда, получается, добывали жемчуг, когда свой жемчуг добывали, это все достали с моря? Да. Это 14-13 век. Самое главное, где рисунок вы видели, это на ручной. Все. Ручная работа. 8, да, ручной работы. 80 век. Вот только то, что есть. 8-й, 10 это самое старое, получается, да? Самый-самый старый. 8-10 век. Ни хрена они где-то набрали. Любой музей бы позавидовал. Смотрите, какие ракушки. Обалдеть. Вы не представляете, какие они большие. Машина для сувениров? Первый слой перламутра срезан. Угу. А вот в этой мастерской изготавливают сувениры. Ракушка, да. А самый большой жемчуг, который выращивали? Самый большой жемчуг у нас, по-моему, 30 сантиметров. Но сейчас японский. Она такой, как чай. И сколько лет выращивали? 30 чем-то. Очень А давно. не умерла это? Нет, нет. Не умерла? Да. Это уже искусственное или это уже природное добытое? Нет, природный. Природное, да? Потом там у нас есть природный. Но природные, они живут дольше, а эти, получается, они умирают. Да, по времени. Очень редко, что есть круглый. Только без формы. А, они бесформенные, Да, да, да. в природе? Получается, вот жемчуг круглый, это искусственные. В природе они редко встречаются круглые. Первый времени художник будет рисунок. Вот тут и тут рисунок. И потом будет другой художник будет делать. Не можно поближе посмотреть? Это сувениры. Вот такие вот сувениры делают с ракушек. Таких вот старых ракушек. Это делать маленький, 2-3 месяца, если большой, в течение года. Маленький 2-3 месяца, большой в течение года. Бивни, смотрите, какие. И стоимость 67 миллионов 200 Да. тысяч. Но они стоят не за то, что... Работа. Да, только рабочий. Времени очень много. Несколько месяцев. А маленькие вот такие 3 миллиона 600. И у хозяина это получается фабрика и магазин, или он еще по всему миру торгует? Нет, мира нету. А, только И здесь. официальный здесь только. Мгм. Потому что у нас Вьетнам, да, когда приехали, обязательно надо это острый, обязательно надо сюда место. Поэтому он нигде не торгует, только здесь. Мгм. Ну, он, получается, из простого рыбака рабочего стал миллионером, да? Да. И сам Богатый. проживает здесь, на острове? Да. Для автомобильных энтузиастов, ищущих способ выразить свою индивидуальность и придать своей машине особое очарование, мы рады представить нашу уникальную подвеску на зеркало заднего вида, которая прекрасно дополнит любую машину и подчеркнет стиль и индивидуальность ее владельца. Будьте оригинальны вместе с нашей подвеской собственного производства. А это что они делают? Вот, коллекция, серьги, браслеты. Здесь все делают. И посмотрите, как подбирают жемчужины. Да, Вставляют вот такие. первые надо времени, надо Подобрать. похожие, да, Подобрать добрать похожие. одинаковые.
Похода, потом делаем. чтобы подобрать, а потом вот проделывают дырочку в нем и вставляют вот эту штучку. Это у нас самый дешевый. Это черный жемчуг. Это серебро, браслеты. Да. Можно смотреть и выбирать. Это у нас браслет серебро. Это вот получается 2 миллиона 650. Получается браслет вот такой. Это порядка 100 долларов, да, получается? Так, Серебро. вот такие получается 1 400 000. Ну, отдельно продается кулон 1 450 000, серьги 1 400 000 и кольцо 1 400 000. Смотрите, вот такой вот жемчуг, гвоздики. Стоимость вот такие вот маленькие 900 000. Побольше 2 600 000. Вот такие вот висюльки 1 450 000. Реально магазин очень большой, очень много изделий. Смотрите, еще вот большая жемчужина, цены, конечно, не вижу, перевернули. Ну что? Мне надо с золотом посмотреть. С золотом. А где с золотом? Такие же с золотом. Туда, да? Идем на золото. Это белое золото 15 миллионов 800. Вот такие. Это белое золото. Это белое золото, правильно? А это вот желтое золото. Вот серьги 15 миллионов 500. 13 миллионов. 24 миллиона. А вот и гвоздики. Золото 16 500. Такие вот желтые. Черные 26 500. Вот эти красивые за 30 500. Простые, обыкновенные 5 миллионов 100. Катя примеряет вот такие вот серьги, как стоимость 18 миллионов 200. Можешь повернуться? Посмотрите, как они смотрятся. Как тебе? Я Немножко- думала, оно будет не так на ухе. Почему Немножко торчит? вот это, да, торчит. Вот это мне тоже не нравится. Да. Так и есть русское имя? Откуда вы знаете так хорошо русский? По-вьетнамски Нин. А, Нин? По-русски Лена. А, Нил? Да. А, откуда знаете русский? Я в Москве работаю. А, работали в Москве? А, понятно. Хорошо знаете язык. Это у нас бриллиант. Có một cô này mà cô kia đi ra. Вот. Ну, так, только что могу тебе сказать, Мне что ты застежка одела, не нравится. не закрыла дырку. Почему-то. Вот смотри, да? Ну. Не закрывает дырку. Ну, значит, надо что-то помассивнее, наверное. Это маленькая, да? Маленький она. Маленькие они. Нет, я считаю, вам надо гвозди, как у меня. Гвозди? Да. Вот, смотри, какая застежка. И что, зачем надо? Это она тяжелая, она вот так висит будет, некрасиво. Чанчако. Ну вот, гвоздик этот уже дырочку закрыл, Да. но все равно что-то мне не то. Так, еще такая еще такая информация. Магазин этот работает с 9 до 6 без выходных. И из отеля, из любой точки они организуют бесплатный трансфер. Ну, как-то да, не так. Ну, тоже интересно, но она что-то сильно торчит. Но если вы Вот это уже более-менее красиво. А тебе нравится? это красиво. Посмотрите, какие красивые кольца. По 26,5 миллионов. Черный жемчуг, белое золото. Очень круто смотрится. Так, покидаем магазинчик. Посмотрите еще раз, какой он большой. До свидания. И здесь, перед магазином, это вот сувениры. Это все сувениры. Да, вот эти вот штуки, которые они вырезали с этих штук, да? Вот, с ракушек. Вот они.
Вот с такой вот ракушки. И получается вот такая вот красота. 125 килограмм. Представляете? 88 килограмм. А вот как она выглядит внутри. Друзья, и вот мы с вами побывали на фабрике жемчуга. Рекомендуем, если будете на острове Фукуок. Работают они без выходных. И с отеля бесплатно трансфер сделают вам, организуют. Так что вы видели, выбор огромнейший. Просто глаза разбегаются. Катя тебе тоже там присмотрела. Немножко, Сережки. что мне не понравилось, ну, то, что бегают за тобой, бегают. Нельзя спокойно посмотреть, нельзя спокойно походить. Да. Это, наверное, везде так в магазинах, но все равно заедьте обязательно. Выбора много, выбор огромный. Просто даже как для информации, как он выращивается, как делается охранка, как это все, как он достается. Я это все первый раз тоже видел. Для информации это очень полезно. Так что от вас лайк, колокольчики, подписка. И мы тоже уезжаем не с пустыми руками. А сейчас, ребята, мы находимся в магазине Робинзон. В нем, кстати, можно тоже обменять валюту. И я вам сейчас покажу, какие цены в магазине Робинзон. Если что, ссылочку на локацию я оставлю в описании. Так, вот смотрите, это все золото. Гвоздики стоят 2 миллиона 500. От 2 миллион 500 3 миллиона 3 500. Это золотые гвоздики. А вот такие вот гарнитуры. Вот, к примеру, это правильно, как гарнитур, да? Это... Ну да, но здесь две цены, я немного не понимаю, что конкретно что стоит. А какие вот ты бы хотела, чтобы померить и сравнить цену? Как моя застежка. Угу. Стоимость получается подвеска 13 800, а серьги 9 800. Нет, наоборот. А, серьги 9 800, а подвеска 9 800. Сейчас посмотрим. О, эти уже как-то Ну более да. так это... Ну, такое ощущение, что она тяжелая, нет? Какая-то застежка сильно такая слабенькая. Да. Где-то мне так кажется. Такие Я померю. вот гвоздики серебряные стоят 300 тысяч. Вот самое интересное, что даже и с черным жемчугом цена одинаковая. Но есть, если покрупнее жемчуг, то 500 тысяч. Вот такие уже с какими-то дополнительными финтифлюшками 700 тысяч. Тоже 700 тысяч. Это все серебро. Гвоздики. Так. А, вот видишь, вообще сережки 7 миллионов 300. Да. Одни сережки 7 миллионов 300, а сам кулон получается 44 миллиона, и дисконт получается 30%. Ну вот тут, ребята, сами считайте. Сейчас Катя примерит. Но мне кажется, что немножко здесь цена будет подешевле в плане того, из-за того, что фабрика, как говорится, это туристический объект, больше заточен на туристов, а это магазин уже для, как говорится, для всех, и для местных, и... Так, вот Катя сейчас примерила. Ну-ка покажи. Ну, классно. А это мои. И жемчуг крупный. Смотрите, вот такие здоровые жемчужины на цепочке. 38 миллионов. Ну, выбор есть. Это мы все смотрим золото, но также есть и серебро. Кулон, конечно. Но здесь кулон получается крошка-бриллиант, мне кажется, здесь. Это бриллиант, жемчужная нить 3500, 3 миллиона 500. Черный жемчуг 44 500. Так, а здесь это уже получается серебро. Вот такие серьги 1 800 000, но это все уже вместе. Серьги и кулон. 2 миллиона. Здесь вот такой длинный 3 500. И опять же напоминаю, что здесь скидка 30%. 3 миллиона 500.
белое золото, жемчуг. Сейчас посмотрим. А что скажешь по застежке? Обычная такая. Да? Такие стандартные, как на гвоздиках, да? Какая-то большая, да, уже? Друзья, одним словом, я пробежался вам по ценам, кратенько показал. И просто хочу дать вам совет. Есть туристические магазины, допустим, как фабрика жемчуга. Ничего не могу сказать про это плохое, да, там интересно, можно посмотреть, как его делаются, как добываются, даже подарочек можно получить. Но запомните, это туристическое место, и там заточены на туристов, на заработать денег. И прежде можно съездить, посмотреть, но не торопитесь покупать. Поездите по острову, посмотрите, потому что в реальности можно найти магазинчики и подешевле. Так что, ребята, от вас лайк, колокольчик и подписка. Ну, мы увидимся в следующем видео. Все, ребят, пока-пока.